Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Мнер, и немножко дополнил информацией вот эту вот табличку. Поговорим немножко о существах, о их редкости и о том, какие показатели у них бывают, и также обсудим все шматье, какое оно бывает, какая редкость и сколько баллов оно дает, и какая комбинация очков в вещах самая лучшая. Так, ну давайте сейчас попробую вспомнить, какие там вопросы еще возникают. Ну, как перебросить Котлета с одного аккаунта на другой? Это делается, опять же, через кошелек Phantom. Ставите кошелек Phantom с маркета, импортируете туда сид-фразу, и все. В общем-то, с помощью кошелька этого можете и переводить и вокины, и Solana выводить, и можете также само обычным образом отправить. Находите, там есть раздел NFT, пункт в меню, это второй, там 4 квадратика такие. Там увидите свою NFT-шку, нажимаете ее отправить, указываете солановский адрес, и все, и она улетела. То же самое и с деньгами. Потом, что еще? Опять я вчера натолкнулся на проблему. В 10 вечера я находил пару километров. В общем-то, у меня там было 12 тысяч шагов. Открыл я приложение после 12. И получилось так, что те шаги, которые я находил, мне зачислились уже на следующий день. То есть в сегодняшний день мне попало, допустим, 8 тысяч шагов. И после 12 еще там 3000 шагов. В общем-то, вроде как и нашагал там 13 тысяч или 12, а бонусных 5 монет не получил. То есть не забывайте открывать приложение после того, как вы закончили шагать, чтобы вам начислились все шаги в один день. Ну и получили вы бонус. Что еще бывает у ребят? Ну, бывает, что выставляют на продажу котлету, и она пропадает. То есть, как бы ее нету, ни деньги за нее не приходят, ни котлету не видно в аккаунте. Такое бывает, опять же, как говорится, подождали, там переустановили приложение распространенное. Если вас, кстати, забанили, вам приложение выдало, что ваш аккаунт типа suspended, или как оно там пишет, то удалите приложение и заново установите. То есть это помогает. Потому что в большинстве случаев бан это не является баном. Это как бы глюки и ошибки. Это пишут сами разработчики. Опять же, котлеты не становятся NFT у некоторых. Ну, у меня это прошло довольно быстро, без проблем. Никаких, кстати, проблем у меня вообще не было. У меня токены из пендинга вообще быстро за пару минут там доходят на основной кошелек. То есть мне все начисляется, все отлично работает. Пару раз у меня было такое, что ты заходишь в бой, тебе пишет, что противника не нашло, и говорит, подождите 10 минут. И за это снимается энергия. Ну, я писал в чат, чтобы это ребята поправили. Потому что, ну, если я бой не совершил, почему с меня снялась энергия? Такой тоже есть глюк. Опять же, вот админы пишут, если ваш котлет там не стал NFT, ну, во-первых, это нужно подождать. Я бы как бы, ну, раньше, чем на следующий день не стал задалбывать админов. То есть, если в течение дня ваш котлет не стал NFT, ну, тогда уже пишите в чат админам. Пишите сразу с информацией. Вы можете зайти на SoulScan и посмотреть там вот эта операция. Есть ли операция по поводу там, не знаю, как она, правда, должна называться, по поводу перемещения, превращения NFT. Все вопросы в чат пишите сразу с своим адресом солановского кошелька. Сид-фразу бросать не надо. Также еще вчера сильно падал флор, там по 0.97, может даже по 0.95 продавали своих котлетов, короче, была такая штука. Сегодня уже флор поднялся, то есть минимальная цена там уже выше одной соланы. Висит сейчас на рынке до сих пор, висит рарка 6 левела за 1,15 солан. Таких предложений я уже встречал, ну, штук 5-6, лично ловил, пытался купить, но не успевал. То есть такие реально проскакивают, там за 2 вокина. У меня вот скринов штук 5-6 сделанных лично мною такие есть. Такое дело бывает. Но сейчас до флора вот поднялся, я смотрю, до 1,18. Это минимальная цена на обычного рядового котлета с показателем там 65, например. И все там дальше идет, короче, в рост. Цены немножко подросли даже. Я вот смотрю, вот рарки, сколько у меня в таблице написано, рарка была 8 солан, сейчас 8,8 минималка, а второй, да, по 8,8 продаются. Эпик, вот там человек писал, что он брал по 13-14 солан, а сейчас, мол, типа 18 солан. Давайте посмотрим. Да, 19,8 минимальная цена эпиков. 21 это цена второго эпика на рынке сейчас. Притом показатели такие себе
78, а вот первый за 19 имеет показатель 89. Намного интересней. И давайте глянем, что там еще легендарки. Легендарка я вижу 41 Solana, это минималка с показателем 88, фигня. 95 стоит 48 показатель, 92 66. Вот, нормальный. За 90 Solana стоит с нормальной скоростью в 106. Ну, короче, дорого. Ну, чуть-чуть даже подросли, как видите. Ну, ладно, раз я уже полез, давайте к анкомонку посмотрю, почем она стоит. Была 4 Solana. То есть падает, только комонки падают. Хотя ценности как бы в них, ну, анкомонка 4.3 тоже чуток подросла. Ну, анкомонка вообще штука бесполезная, честное слово. Вот что по показателям, сейчас давайте переходим вот к таблице. Смотрите, я дополнил вот эту вот таблицу вверху. Сумма статов. То есть у нас есть три показателя, там стамина, сила и скорость. У комоновских это сумма 180, то есть как ни крути, по-другому не получится. Может быть 70, 50, 60, да, или как там получается, либо 3 по 60, сумма 180. Естественно, я, кстати, лично видел комонку, у которой был показатель максимальный 80. По-моему, скрин я не успел сделать, но я ее увидел. Хотел, по-моему, даже купить, да, она стоила каких-то там адекватных денег, там за одну с чем-то Solana, может две, но не успел. Но сумма 180. Хотя вот у той вот комонки интересно, какая была сумма. Но я много пролистал, несколько десятков каждых видов, вот такие вот показатели. То есть сумма 180. У анкомонки то же самое, сумма 180, там 50, 80, 50, вот да, но все равно сумма 180. Но сумма нам не так важна, нам важен все равно один максимальный показатель, потому что во время боя у показателя, ну, смотря в какой тип боя вы зашли, если вы зашли в спринт, то там у скорости будет бонус, там коэффициент умножения будет стоять, ну и так далее. То есть всегда важнее один большой показатель, чем там 3 по 60. Некоторые думают, что это какой-то крутой, это самый галимый. Если у тебя 3 по 60, то, на мой взгляд, это самый галимый вариант. То есть ни в какой из лиг ты не имеешь никакого преимущества. Вообще ужас какой-то. В общем, анкомонки максимум 180. У рарок большинство 185, но есть существа, у которых 190. То есть такую буквально 1-2 на рынке, но они есть. То есть обращайте на это внимание. Рарка может иметь на пятерочку больше, чем остальные рарки. У эпика показатели идут 190-195. Здесь я много, ребята, их пролистал. Вот такая вот цифра. А вот у легендарок там все поинтересней. То есть минимум, что я видел, их, ну, на самом деле немного, их там десяток. Минималка это 195. Но встречаются образцы, вот я, если не завтыкаю, поставляю, у которых есть сумма показателей 200. Вот, например, 107 плюс 52 плюс 41. Такая продавалась за 165 сол. А, кстати, вот то, что вот стоит 195, там продают и по 500, и по 700 сол. То есть, как бы с ценой там какая-то лютый трэш происходит. Люди еще как бы не вкурили эту тему, я так понимаю. Я сам вот только заметил этот момент, что есть легендарки, которые на голову выше других легендарок. Следующее, что я видел, максимум, это сумма показателей 235. Представляете? То есть у обычной легендарки 195, а тут 235. Вот это крутая. И стоит она, соответственно, 271 Солану. Цены, то есть на них, понятное дело, высокие. То есть не как на флор, там не 36, не 45, а там 165 за 200 или там 271 Солана за сумму показателя 235. А самые простецкие легендарные существа тоже продаются, там кто-то и по 700 Солан продает. Но кто-то адекватный продает по 30-40 там. Ну, по 38-40. Ну, и есть там неадекваты, которые там по несколько сот продают их. В общем, у этого был показатель 115 плюс 54 плюс 66. Так, ну, в общем, с этими показателями я остаюсь также согласен. Ну, на самом деле, хорошая комонка это выше 70. У меня пополнение, я купил себе третье существо. Чисто по приколу я купил его за одну Солану, по-моему. Или 0.98, или 1.02. Короче, за одну Солану купил. Чисто по приколу, чтобы она у меня побыла. У нее просто еще было на 92 гема вкачан 6 уровень. Ну, там не до конца, но были кристаллы за дешевую цену. Думаю, возьму одного, продам. Кстати, я сейчас, по идее, его могу тоже продать за 1 и 2 Соланы. Ну, я решил себе все-таки, 3 штучки, чтобы у меня было. Может, куплю еще одного, а потом одного продам. Ну, какой вывод я сделал? Как вы знаете, то есть у меня два существа
имеют показатели скорость 73. Это мой первый это мое первое существо, которое я создал сам. Второе существо, которое я купил по рынку, у него стамина 70. И вот они побеждают хорошо. То есть они побеждают зачастую процентов 60, да сейчас даже 70, а то и больше боев. Бывает, конечно, там 3 раза подряд проиграешь, но в целом обычно выигрываешь почти все бои. А вот последнее существо, которое я купил, у него показатели вот как раз 60, 59, 61. Ну, классика, практически 3 по 60. Вот оно проигрывает намного чаще, чем вот те вот два моих существа, у которых показатели выше 70. Так что, ну, это, короче, самое говно. Вот реально купил его чисто как батарейку. Наверное, продам. Теперь переходим вот к этой табличке первой. Я добавил сюда показатель в сол. Сколько вот эта сумма прокачки в Волкинах, сколько это будет стоить в сол. То есть, ну, теоретически это минимальная цена, за которую могут продавать катлетов. Конечно же, есть ребята, которые, допустим, прокачались, как я, до 6 уровня, допустим, раньше, до введения там, до новых правил, до подорожания. То есть они могут продавать, конечно, и дешевле. На самом деле, вчера, да, этих катлетов продавали по 500 вокинов. Там вот встречалась цифра в 500. Это как бы чуть меньше одной, ну так оно и было, чуть меньше одной соланы, там 0,95 и было. То есть, ну это, конечно, вообще дно. Но сейчас уже как бы чуть повеселее. Показатель хотя бы 1.18 за 6 уровень. Раньше можно было купить, да. Хотя себестоимость 7 уровня вот 1.09 в соланах. Ну при курсе 38 и 0.68. Опять же, ожидаем, да, брид на следующей неделе. И у нас будет еще, то есть двойная награда. Там не помню с какого числа, там с 15 или до 15 там. В течение недели там, или 10 дней, надо там в чате посмотреть, будет у нас двойная награда, но на самом деле, как я писал, она ну, ни на что не влияет. Ну, заработаешь ты на пару долларов больше, при такой цене в ЛКН это вообще мало что значит. Так, ну теперь давайте переходим вот к этой таблице. Это у нас характеристики вещей. То есть у нас есть шапка, футболка, шорты, обувь, аксессуары, артефакты. У них у всех, как я выяснил, показатели абсолютно одинаковые. Чем они, в общем-то, между собой отличаются? У них есть, опять же, редкость Common, Uncommon, Rare, Epic и Legend. И вот такие вот основные комбинации там встречаются. Опять же, на мой взгляд, я считаю, что самое лучшее существо это тот, у которого самый высокий один показатель. И то же самое касается вещей. В случае, допустим, с шапками Uncommon, они бывают, энергия может быть распределена вот в 3 типа. Может быть 3 плюс 3, может быть 3 плюс 2 плюс 1 и может быть просто 3. То есть, если у шапки там или футболки, или у шорта, у сникерса это касательно, у них у всех это одинаково. Если у коммоновского шмота показатель всего 3, это просто дно, но даром не надо. Потому что, ну, на кой черт тебе брать шапку с показателем в 3 на скорость, если ты можешь взять шапку с показателем 3 на скорость и 3 на стамину, например. И опять же, шапка, у которой будет 3 плюс 3, лучше, чем шапка, у которой будет 3 плюс 2 плюс 1. Потому что чем выше цифра, тем лучше шмот. Тут 2 тройки, тут 1 тройка. Ну, по-моему, здесь без вариантов. И только у коммоновского шмота может быть один показатель. Вот типа 3 на скорость и все. У Uncommon, Rare, Epic и Legend там такого не бывает. Там минимум 2 цифры. Ну, я, по крайней мере, не встречал. Я просмотрел там большинство того, что есть на рынке. Также по коммоновским вещам максимальный показатель 3 и сумма 6 либо 3. Но это касается, сумма 3 может быть только у коммонки. У анкомонки максимальный показатель 4, но сумма показателей 7. Не может быть здесь такое, чтобы была сумма 4. Я не встречал такого. У рарки сумма 10, максимальный показатель 6. У эпика сумма 16, максимальный показатель 9. И у легендарки сумма 22, максимальный показатель 13. У анкомонки может быть как 3 плюс 4, либо 4 плюс 2 плюс 1. Естественно, лучше показатель 3 плюс 4. То есть вы добавляете максимум к 2 показателям. К одному 4, к одному 3. Добавлять плюс 1 и плюс 2 это неинтересно. У рарки 6 плюс 4, сумма 10, это наилучший вариант. То есть добавлять себе плюс 2 плюс 6 или плюс 1 плюс 3 плюс 6 это бессмысленно. Потому что вы сможете сражаться с большим преимуществом в 2 типах битв. Ну, хотя это тоже как бы на самом деле мало играет роли. Важна все-таки одна цифра.
потому что у вас существо все-таки, ну, если у вас не такое днищенское существо, как типа 60, 60, 60, то вам нужно добавлять только к одному показателю, который у вас самый мощный. Потому как бы вторая цифра вообще роли не играет. Если бы был шмот, у которого было, допустим, вот у рарки сумма 10, если бы была возможность получить шмотку с суммой 10 в одном показателе, это был бы топ. Но такого нет, то есть максимум цифра 6, вторая 4. У эпика 16 сумма. Естественно, самый лучший вариант это та вещь, у которой есть цифра 9. Ну, это практически все варианты. Вот есть вариант 385, это самый галимый вариант. Остальные варианты, в общем-то, допустимы. Вот, допустим, 925, 943. Ну, с учетом того, что я сказал выше, нам важен только один показатель. Но при прочих равных лучше выбрать 9 плюс 6. Мало ли у вас какое-то второе существо. Кстати, сейчас же можно шмотки снимать и вешать на разных существ бесплатно. Потому сейчас, как бы, да, имеет значение и второй показатель, если у вас существ несколько. И у них сильные показатели разные. Не так, что у вас 3 существа и у всех самый большой показатель на скорости, да. То в таком случае, да, шмотье с несколькими сильными цифрами вам будут как бы интересно. Вот, допустим, 9 плюс 6. Выбирать нужно будет такое. Ну, у легендарки сумма 22. Естественно, вот здесь вот просто топчик. Кстати, на эпике я что-то такого не нашел. 9 плюс 13. Вот это топ. Два показателя, к одному 13, ко второму 9. Остальные все варианты вообще не интересны. Ну, пока шматье можно бесплатно перекидывать, да, лучше 9 плюс 13. Но в целом, как бы, любой показатель с суммой 13, я, кстати, там всего было, по-моему, 4 вещи, я смотрел, не помню, по шапкам, по-моему, всего было 4 вещи, и там все были вещи с показателем 13. То есть, в принципе, брать можно любой, но лучше 9 плюс 13. А давайте теперь я сейчас зайду еще в легендарочку, зайду в магазинчик. Так, давайте вот я зашел в T-shirt, футболочки, короче, и в Epic давайте посмотрим. Тут вообще, ну вот 9, 3, 4. Ну тут два показателя не может быть, я так понимаю, да, то есть максималка все-таки 9, и потому тут везде будут по 3 показателя. Тут можно... А, вот, подождите, 7 плюс 9, ребята. Поправляюсь. Все, вот, нашел, все-таки есть лучшая цифра 7 плюс 9. Таки нашел. А думал, что нету. Все. То есть, да, у любого шматья может быть всего лишь 2 показателя. И тогда здесь у нас максималка. Максималка 9 так и остается. Ну, все, вот. Видите, выбора тут как бы нет. Вот 7 плюс 9, 9, 3, 4, 5, 2, 9. Ну, тут всего сколько тут вещей? 6, 7, 8, 9 вещей всего лишь на рынке. Так что так. Так, еще вот дописал такую табличку, все-таки хотел же посчитать, сколько нужно дней, чтобы заработать гемы. Смотрите, какой расклад. Я исхожу из того, что в день нужно ходить 10 тысяч шагов. То есть нужно стремиться к этой цифре. То есть для большинства людей пройти 10 тысяч это нужно ходить специально. То есть кроме как бы каких-то курьерских там или логистических других складских профессий, где ты целый день ходишь, большинству людей 10 тысяч шагов не находить просто так. Потому я беру именно эту цифру. То есть тот, понятно, кто набегает по 40 там, тысяч или 50 тысяч в день, то это отдельная история, он посчитает как бы сам. Но почему нужно стремиться к 10 тысячам? Потому что если вы прошли 10 тысяч шагов, то есть вам кроме заработанных 10 гемов, 1 гем за 1000 шагов, вам дадут еще бонусных 5 за первых 10 тысяч в день. То есть если вы проходите 20 тысяч, вам второй раз 5 не дадут. Но на следующий день вам за первых 10 тысяч снова дадут. Это работает. И потому мы считаем, что вы в день проходите, грубо говоря, не 10 тысяч, а 15. Вам дадут 15 кристаллов. То есть 10 вы находите сами и 5 вам дадут бонусов. То есть 50% скидка у вас получается, если вы ходите по 10 тысяч шагов. Чем больше вы ходите, тем, если вы ходите по 50 тысяч, то для вас уже это будет не так важно. А если вы ходите 10, то вы дополнительно получите плюс 50%, то бишь 5 бонусных кристаллов. То есть у вас будет 15 бонусных кристаллов. Это количество гемов, которое нужно для прокачки на этот уровень. Делю их просто на количество шагов, грубо говоря, сколько нам нужно пройти. А потом я эту цифру делю на 15 тысяч. Ну, грубо говоря, что добавляю вместо 10 тысяч, добавляю еще там 5 тысяч, считай, что это наши бонусные 5 гемов. Ну, точно так же можно просто эту цифру разделить на 15, будет то же самое. И получается, что 18 гемов мы заработаем, ну, за
1,2 дня, 50 гема мы заработаем за 3 дня, то есть по 15 3 дня плюс немножко больше. Ну и вот так вот получается, что до 6 уровня нам нужно походить 20 дней по 10 тысяч. До 10 уровня, ну ладно, давайте, до 7 мы ходим месяц, до 8 полтора месяца. А вот до 9 уровня нам уже нужно ходить дофига. Потому здесь, конечно, лучше использовать бустер, который будет второе существо плюс 50% вам даст. Третье существо будет у вас множитель 1,9. Ну и так далее. В общем-то, по картинке, которая есть там в Телеграме. Кстати, вступайте в Телеграм-канал. Ну и вот так вот получается. 120, это 130 дней, это 4 месяца и 10 дней, чтобы находить ножками на 10 уровень. Без использования бустов. Ну, в общем, это все, ребята. Ждем двойную награду, ждем бридинг. Ну и кто хочет, да, может купить там по флору, по одной соланке себе существ. Опять же, пока что покупать какое-то дорогое существо я не решаюсь. Стоит все-таки недешево, а реально перспективы у проекта вообще непонятные, поскольку проект реально он запустился без нормальной дорожной карты, без нормальной игровой механики, то есть ничего нет, мы реально находимся в бета-тесте, это, ну, в бета-тест, в котором находится Степен, это одно, там механики продуманы в глубину там на 153 шага. Там вот все продумано, все работает. Здесь же ничего нет. И проект делают русские, как бы. Ну, Эмзи я сразу обходил стороной. Этот проект, ну, как-то поинтереснее, но, опять же, его делают русские, ну, СНГшные. Особо доверия не вызывает. И то, насколько оно все сыро в бета-тесте, мы не знаем абсолютно ничего. Вот, ну, сколько будет стоить Волкин, сколько можно заработать, потому что механик не оглашено. Вот, все только допиливается, ошибок много, они, конечно, устраняются, команда видно, что работает, но ты тупо ничего не знаешь. Все эти подсчеты, расчеты ничего не значат, все может измениться легко. Ну вот ведут бридинг, сколько будет стоить бридинг. Если они сделают брид, например, минимум 1000 Волкинов, но если не будет закрыта возможность создавать существ, которые, вот, допустим, мы знаем, чтобы создать существо, нужно потратить всего лишь 400 вокинов, то как бы бридинг ни на что не повлияет. Ну, абсолютно непонятно, какое преимущество будет у легендарок или там эпиков, рарок. Вообще сейчас бессмысленно, ничего они не дают, ну, кроме того, что вот более высокая редкость позволит тебе с большей вероятностью побеждать. Ну и все, короче. Ну, у меня, честно говоря, меня абсолютно устраивает процент победы от моих коммонок, у которых там 71-73. Процентов 70 побед. Меня это абсолютно устраивает. Переплачивать там 10-кратно за эпик или легенду я пока вообще не вижу смысла. Мне вот в голову вообще не приходило, я не мог даже подумать о том, что вот то вот количество энергии, которое у них есть, допустим, у 12 энергии у легенды, что это, короче, что это просто сколько ты можешь накопить. Вот почему я в видео сделал ошибку, то есть у меня нету на руках этих существ. Я даже не мог подумать, что это такое дно, что у легендарного существа одна энергия добавляется так же, как и у коммоновского за 2 часа. То есть я думал, у них там это все дело в 4 раза чаще. Допустим, у комонки 3 энергии за 6 часов, а у этих 12 энергий за 6 часов. И даже в таких раскладах окупаемость была плохая. Ну, как вы по тому видео можете посмотреть. А с такой окупаемостью, ну кому надо окупаемость в 2 года? Или 10 лет, если ты останешься на 6 уровне. Легендарка, самая дешевая, окупится за 10 лет, если она у тебя будет на 6 уровне. И за 2 года, если ты ее качнешь на 10, ну это же бред. То есть вообще это все дно. Вот кроме комонок, вот на данный момент нет ни одной причины, кроме веры непонятно что, покупать существо более редкое, чем комонка. Ну, в общем, такие мысли, ребята. Пишите свои мысли в комментариях. До скорых встреч.